Доброго времени суток. Сразу расскажу, что мы делаем сегодня. Сегодня я уже доделал локализацию код и хочу сделать какой-нибудь пиар в материнскую Paperclip. И вот сейчас вот стараюсь разрешить конфликты, которые там есть. Перед тем, как сделать пиар, туда контрибуцию, то необходимо пройти локальные тесты, которые у них лежат в папке. И вот сейчас я пытаюсь... то есть у них все было написано так, что все на английском и проходит, а я все переписал под то, что это на разных языках, но английский должен быть начальным, и там какая-то несостыковка в какой-то букве уже ломает полностью код. Вот поэтому сейчас пытаюсь понять, как это все делать, и пока он будет там чего-нибудь думать, я рассказывать буду вам, какие новости были за день, что сделано, какие выводы. Ну а пока что сейчас хочу загрузить искусственный интеллект, чтобы он делал что-то. То есть вот этот тест мы прошли, я так понимаю. Так. Этот тест мы прошли. Какой запрос и какой точный ответ мне для коммита. Так. В принципе, я уже вместе с вами, так что я буду надиктовывать, чтобы это было чуть-чуть быстрее. Так, это вид-тест, не playwright. Да, хоть какой, мне просто надо, чтобы прошли тесты все, и ничего не упало. И точный ответ. Пишу сообщения для GitHub коммита по их структуре. Они там замудренно просят там путь размышления, что поменял, как проверял изменения. Вручную и автоматически там тесты лежат внутри. Какие риски, какие модели использовал искусственного интеллекта, чек-лист, что посмотрел, что они будут разрабатывать, и ни в коем случае не взял на себя то, что они включили в план разработки как учредители. Ну и какие issue я фиксю, исправляю. Вот такой вот набросал заготовочку. Но для начала надо, чтобы все тесты прошли. Так, пока он думает, я буду с вами общаться. Что я сделал? И какие у меня, чуть-чуть расстройства, можно так сказать. Наверное, по голосу, по эмоциям вы чувствуете, что я чуть-чуть расстроен. В общем, Paperclip хороший, можно сказать, если денег много. То есть вот эту задачу, которую... Так, сейчас я почитаю, что они говорят. Где находимся, ветка мастер, стаж сделана на ветке такой-то, это было стаж, незавершенная работа, единственный файл, run, одна строка. Это фикс для Windows, на Windows не находит NPM, без shell, true, он виснет. Ответ на вопрос прошли ли, стаж не был не применен, не закомичен, тест NPM, тест run с этим фиксом не проверялся, он лежит незавершенным. Что делать для коммита? Да просто запусти. Вот, и я вначале обрадовался, что, купил максимальные лимиты, там, Cloud код Max 20x, в лимиты помещаюсь. У меня был Opus, Sonnet. И они помещались. Я думаю, везде поставлю Opus. Все равно там у меня запас прочности еще большой. Поставил везде Opus. С одной стороны. Так, а он что-то взял и закоммитил, вместо того, чтобы просто
Да, за ним глаз да глаз нужно. Я не просил тебя коммитить, необходимо было просто временно прописать в командной строке, чтобы запустилось, и проверить. Если ты сделал такой коммит, то никому из разработчиков этот коммит не нужен, то откати его назад сразу после теста. Ну и вообще я не давал тебе разрешения на коммит, я тебе дал разрешение просто пройти тест, просто написав правильную команду в командной строке, как ты делал до этого. Я исчерпал лимиты полностью компьютера. От меня PHR отказался, говорит, я работал на нем больше 2 суток, не выключая, может быть, 5 раз суток, может быть, да. И он сказал, все, закончились пределы памяти, и он завис и не отзывался. То есть просто какой-то зеленый такой экран на терминале повис, и я потерял сессию с клауда, и он теперь меня не узнает, на чем мы завершили. И как-то долго идет тест, вроде бы обычно как-то быстро проходил. Окей, пока вам порассказываю. Вот, у меня начали улетать быстро лимиты, когда всех опусов поставил Cloud Code Opus, самая продвинутая модель. И он все равно ошибается, то есть он, я не знаю, как человек заблудился в лесу, да, там одна нога у каждого человека чуть-чуть короче, и вот он постоянно нарезает круги какие-то и сам себя запускает. И я вклинился, начал направлять процесс, стало лучше, но все равно вначале обрадовался, что он запустился в проект и многое попереводил. Самостоятельно понаходил, попереводил, но до конца он не смог это довести. Так, я не коммитил, только применил стаж. Это просто изменение рабочей копии без коммита. Git стаж pop, git commit, все чисто. Хорошо, да, я не знал. Результат npm test run, упал один тест, не связан с локализацией. Paperclip database, src клиент тест ts. Timeout. Это тест миграции баз данных, занял 20 секунд, другой аналогичные тесты брали 13-18 секунд, этот превысил лимит. Флапает по времени, не наш баг. Давай запустим еще раз, чтобы тест прошел. Он мне каждый раз говорит разное количество тестов, и как он это запускает, я уже там коллекционирую то, как запускаются эти тесты. То 600 с чем-то там прошло, то 66, то 13. Вот, и учитывая, что Opus точно так же ошибался, как и остальные модели, я думаю, понижу до сонета. Понизилась до сонета, и у меня как-то жутко улетали все лимиты. У меня за 3 дня я уже 81%. То есть я 4 дня, можно сказать, останусь вообще без лимитов. И я начал срочно устанавливать какие-то дополнительные моменты, чем можно взаимодействовать. Установил себе не Гермеса, а Gemini от Гула.
Ну, просто зашел на Gemini CLI. CLI install, да, вот, и простая установка. Просто в терминале запустить вот эту вот команду, и все само установится. Потом запустите Gemini, нажмете Enter, и он спросит, хотите ли вы воспользоваться Гуглом для залогинивания. Ну, я воспользовался, он авторизовал меня и сразу пустил. Ну, так я начал как-то уже выживать, потому что здесь я уперся в эти лимиты, а локализацию так до конца и не сделал. То есть я уже на Гугле делал локализацию 3 языков, а с Cloud-кодом я пытаюсь там кодовую базу закончить чуть-чуть. Вот. Так что я уже помощника второго на искусственном интеллекте запустил. Наехал на Гугла, что у нас панелька пропала. Видите, баг. Исчезает все. Вот эта панелька пропала. Потом думаю, он искал что-то там, перелопатил мне все файлы, говорит, теперь единая структура. Я говорю, ну, окей, хорошо, что единая структура, но не помогает. Я говорю, остановись, ничего не делай. Я вручную пошел и откатываться начал к вот этим вот моим правкам, которые были. Так, это Paperclip. Paperclip Enterprise. Вот, то есть правая кнопка вот так вот и Checkout Revision. Это перейти на вот эту сохраненную. Откатывался, думал, да когда уже это все получится? И откатился, что вот здесь вот, когда собственники там что-то залили новое на сервак, и я убирал конфликты, то они просто убрали эту панельку. То есть я думал, что это я ее утратил из дизайна, дропнул как-то там. А оказывается, это они ее исключили из дизайна. Ну, я думаю, окей, хорошо, нашел где, хорошо, что куча сохранений, видите, вот это вот я так чуть-чуть занимался, но уже вручную. То есть я вначале попытался делать это все через Paperclip, но он сливает бабло немерено. То есть вот если бы на эту задачу у меня было $600, то Paperclip бы мне хорошо помог. Я бы просто вот так вот отдал денег, и он бы мне все сделал. С ошибками дольше и 8 раз больше использовал токенов, чем с моим участием, но зато без моего участия. То есть за деньги можно купить результат, можно так сказать, при меньшем участии. Я уперся в лимиты, я не готов на эту задачу тратить $600. И я думаю, что я ее, ну вот уже закончил код. Так, давайте посмотрим, что там у нас. Прошел все 8 тестов. Migration этот раз занял. Был конкурентный запуск в прошлый раз. Отсюда и тайм-аут. Теперь запускаю полный. Все должно пройти. Ну вот, пока пытаюсь решить вот эти вот тесты, чтобы они не падали, а проходили корректно. А то меня дальше не пропустит система. Так, он говорит, что сами они делают конфликт между собой.
совсем недавно эти тесты проходили успешно. А я так понимаю, что они разворачивают свою личную базу данных, и она абсолютно пустая. То есть даже если туда кто-то двое постучаться, то это вообще не нагрузка для базы данных. 2 запроса — это очень мало. То есть давай мы посмотрим и поищем, что спрашивает и почему там что-то не получается. То есть переписывать тесты давай не будем, а будем посмотреть, что у нас не так. Давай пообщаемся. Какие есть идеи? А то он как это студент, что там думает, трясти надо. Но не факт. Да, согласен, делай. Добавляй. Давайте еще вот эту штуку. Сразу скопирую и сохраню себе. Так, редактировать. И что я тут еще добавил? Наверное, куда-то сюда напишем. Ну и напишу, что я добавил туда. Что я добавил? Так вот даже 6-ю строку укажу. Так, ну давайте, наверное, тут div напишем, чтобы она зелененьким покрасилась. Ничего за этим визуалом не видно. Печатаю наугад. Так, и зачем? Разные тесты падают. Время у соседних тоже ползет вверх. Что проверим, сколько миграций сейчас в проекте. Появилась ли новая после синка, как именно клиент TS поднимает Postgres, shared или isolated, какой тайм-аут стоит в самом тесте. Смотрю быстро. Картина стала четкой, каждый тест, клиент тест TS поднимает свой отдельный Postgres, разный порт, разная папка, никакого конфликта. Проблема в другом. Давай посмотрю, сколько миграций сейчас, какой тайм-аут в самом тесте. Так, ну то есть, может быть, из-за того, что у нас, нет, процессор не загружен особо, должно все, и диск полностью свободен. То есть все эти операции должны быстро делаться.
Может переключиться на Гугла. Клауда мне еще нужен для задач других. Тут, я думаю, и Google справится. Теперь вижу проблему четко, да, проверю, что именно делает backup libtest.ts, сколько Postgres инстансов он поднимает. Так, ну и тогда стираем вот это, то, что я начал писать. Ничего нового не добавляем. Так, сколько у нас тут? Ну, да, тут крадется все ближе и ближе. Не два запроса к пустой базе, а вот это backup lib тест запускает 3 теста, каждый поднимает свежий Postgres и прогоняет 81 миграцию с нуля. Клиент тест запускает 8 тестов, каждый тоже свежий Postgres, 81 миграция. Все это параллельно, одновременно на Windows. Итого до 11 Postgres процессов на диске одновременно. Каждый пишет и читает 81 SQL файлов. Это не два запроса. Почему раньше проходило? После апстрим синки добавили миграции, сейчас их 81, а было меньше, когда тест 1 занимал 12 секунд, проблем не было. Теперь занимает 13-15 секунд, и при параллельной нагрузке от соседнего файла переливается за 20 секунд. Это дефолтный тест тайм-аут with тест. Тест не сломанный, просто тесный тайм-аут на Windows при росте числа миграций. Два варианта фикса, оба правки конфига, нет тестов. Так, то есть он добавил, что они запускаются не сразу, а поочередно. Я хочу посмотреть на монитор ресурсов. Давай запусти с твоей гипотезой, что они последовательно запускаются, а потом запусти так, как они должны были изначально запускаться. У людей просто более мощные компьютеры, чем у меня, и поэтому они не предусматривали, что я буду там видео записывать как блогер. Еще там у меня несколько процессов будет крутиться параллельно, и ресурсы будут заняты. Но давай просто попробуем так, как ты предложил, и посмотрим, что будет. Давай начнем с этого. А потом запустим так, как они делают, и посмотрим. Я посмотрю на загрузку ресурсов. Мы с вами посмотрим на загрузку ресурсов. То есть, что там не так? Что там не так? Чего не хватает? И мы вот так вот свернем, чтобы было все видно. Ctrl-End. Да, делай. Ну и сейчас глянем, что тут у нас будет. Получается, наверное, диск будет более всего загружен. То есть я переключусь на диск, будем сюда смотреть. Ну, вроде бы хороший SSD-ха. Он не должен там даже 10% превысить, я думаю. Ну вот, да, взлетает диск. Ну, до 80%, то есть не до 100%. Хотя, да, это он поставил последовательно. Вот 93, 83. Да, вот тут вот 99 было. И получается 3 волны тестов, да?
До 100 здесь качнулась 4-я волна тестов. Пятая, 6-я. Ну да, если все это вместе запустилось, то оно могло и не поместиться в 20 секунд. Тоже что-то там близкое к 100% было. Ну да, они не хотят просто время терять, то есть у них это за секунду проверочка прошла, и они дальше себя по своим делам побежали. А все равно падает. Так что дело не в последовательном запуске, просто что-то у нас не так. Так результаты мне скажи. Новая картина, гипотеза подтвердилась наполовину. Хорошие новости. Так, ну давайте опять смотреть, что здесь будет. Ну, 100% не превышает. Спокойненько, размеренно справляется SSD с нагрузкой. Здесь 100, но потом идет на спад. Тоже может пройти, потому что, каких-то там превышений, так что там 95-98 держится какое-то время, я не наблюдаю. То есть такие вот планомерные пики, подъемы, спады, и нормально. Нормальная работа вроде бы. Так, давайте почитаем, что он там написал. Хорошие новости, тайм-аутов нет. 7 из 8 тестов прошли за 10-14 секунд. Раньше гуляли 13-20 секунд. Параллельная нагрузка действительно была причиной. Новая проблема Windows ePerm. ePerm, Permission Denied, Paperclip Database, Client LP. Это after each cleanup после... Postgres на Windows еще держит файлы заблокированными, а код сразу же делает на Linux процесс, отпуская файлы мгновенно на Windows с задержкой. Это другой баг, чисто Windows специфичный, никак не связан с параллельностью. Теперь откатываю конфиг и запускаю оригинальный параллельный режим. Смотри нагрузку CPU, диска в это время. CPU вообще нет. Диск периодически под 100 там скачет. Не такой уж и параллельный. Все 18 тестов прошли параллельный режим без изменения конфига. Вывод: первые 2 запуска падали из-за высоких фоновой нагрузки видео, другие процессы. Сейчас машина была свободнее, и тесты прошли с запасом. Окей. Дай текст, как ты запустил
Сейчас ему просто скопирую, как у меня сейчас это написано. Наверное, зайду в редактор, чтобы он просто уже в этой структуре мне дополнил. А вот что у меня уже было написано и что я раньше прогонял, а что из этого мне надо как-то видоизменить? А что-то из этого нужно как-то изменить? Что ты запускал и какие у нас результаты? О, я как раз так хотел раскрыть, чтобы наши клавиатуры были здесь и не сильно мешали. Смотрю разницу, 3 важных отличия. Числа сильно изменились раньше, тестов 13 и длительность столько-то. Сейчас один занимает 116 секунд и гоняет 18 тестов. Ну да, запусти и зафиксируй мне точные цифры. Мне ж надо отчитаться, что я запускал. Так, пытаюсь отсюда зачитать. Тут 2 теста, тут 4 теста, то есть в сумме 7 тестов. Так, давайте посмотрим, что тут. Ну, тут вот было достаточно высоко. Так, где там подоткрыть? Ну, 143 прошло из 800, это значит, что 700 не прошли, типа упали. Перехватывай данные, они не будут выведены в терминал. Они мне нужны. Ну, то есть я так понимаю, что каждый пик, вот такой вот всплеск, это новый тест, который проходил. Хорошо, я вам пока порассказываю, чего еще за сегодня было. В общем, мы с Cloud-кодом все там построили, сделали локализацию, прошли вот эти все тесты успешно на русском, английском языке. И лимиты у меня уже заканчиваются, начинаю нагружать гугловского Gemini, чтобы он строил, переводы. Он начинает там по-своему все ломать, и начинают падать эти все тесты.
А у меня и так с клауда лимиты. Я уже начал даже применять везде хайку, и на хайку там кодить. На хайку, нормально кодил, но не всегда справляется. На хайку хоть как-то мало списывались лимиты, но бывало такое, что я ему сбрасываю в проект локализацию, где все написано, что делать, я ему сбрасываю ссылку, локатор и элемент, и говорю, локализуй. Он говорит, задача не ясна. Мне скинули ссылку и CSS-локаторы. Что мне с ними делать? Требуется уточнение, и он не выполняет задачу. Потом, когда начинает выполнять, он выполняет что-то непонятное, не то. То есть хайку, конечно, это трата времени, а на сонете надо работать. Потом вернул я сонета в Paperclip, и, так быстро улетали у меня все токены. То есть это он должен загрузиться. Ему загружают, что такое Paperclip, как с ним работает. Потом загружают, кто он такой. Потом загружают проект, над которым он должен работать. И только после вот этих вводных он начинает уже работать. Потом он работает, он выполняет задачу. А после того, как он выполнил задачу, запускается еще один бот, который тоже 3 раза проснулся. Ему рассказали, кто он, ему рассказали, по какому проекту он работает, ему рассказали, что такое Paperclip и как в нем шевелиться. И тогда он включается в работу как ревьюер, как проверяльщик работы того искусственного интеллекта. Потом он проверил, он что-то написал, может, вернул, а может быть, пропустил дальше. И дальше уже включается третий искусственный интеллект, который одобряет это все. Я понял, что $600 у меня на эту задачу нету, я остановился с Paperclip'ом, я перешел вот так вот в ручной режим, как я делал в терминале. Если честно, я вздохнул где-то с облегчением. Почему? Потому что я начал опять контролировать процесс. Когда я занимаюсь разработкой кода вот так вот через терминал в PyCharm, Cloud Code, он мне показывает, что он делает, в каком файле, какие сложности возникали, где он в какую библиотеку вклинивается самостоятельно и делает какой-то костыль для того, чтобы прописать туда библиотеку локализации. Я принимаю решение да, нет, да, нет, да, нет. То есть я повышаю свою квалификацию в айтишечке, я разбираюсь в продукте Paperclip, как его построили. То есть это ценно. То есть я буду создавать более качественные продукты в будущем, используя эти знания и данные. Поэтому их просто делегировать в Paperclip. Сделай мне, что-то происходит, а результатом я недоволен. То есть до чего доходило, как бы тут не выражаться, как бы тут культурность соблюсти. Я ему сбрасываю где-то 14 правок по конкретной странице, и ухожу, думая, что он мне все сделает. Возвращаюсь в эту задачу, еле ее нашел. По поиску Paperclip ее не находит. Почему, я не знаю почему. И так, он еще почему-то делает, как-то долго, вроде бы всплески уже закончились. Вот, и я возвращаюсь, он говорит, дайте мне API-код к антропику. Я такой думаю, совсем с ума сошел. Я говорю, зачем тебе? Три категории падений в адаптере Utils, все Windows несовместимы. Span, User Bean, SSHD, демон, который нет Windows, tar cannot connect to C resolve fail, GNU tar путает sys remote хостом, sandbox SHA
Mismatch Sandbox специально для Linux. Это не наш баг, это тесты добавлены в upstream синке до нашего Windows фикса. Они вообще не запускались. npm test run падал на старте с nont. Теперь тесты запускаются, но обнажают Linux зависимости. Дай мне красивый... Ну, сейчас надиктую. А ты видел, в каком формате я тебе дал текст Markdown, который я буду засовывать в коммит по автоматическому тестированию? Напиши, что мы делаем, что запускается и почему что падает. И скажи, вместо чего мне это написать. Это мне надо написать вместо последнего того третьего теста, который было написано, что только на докере работает и поэтому не запускается, да, или как? И почему мы его вообще запускаем? И почему мы третий запускаем? Я думал, мы вначале первый запустим, который и так запускался, потом второй запустим, также в headless режиме, чтобы я все видел. А потом я даже и не думал, что третий мы будем запускать. Но раз уже запустил, и раз уже это в апстриме прилетело к нам в форк, окей, да, хорошо, что ты запустил. Я бы даже и не додумался, что можно повторно запустить, и что-то там поменялось. Спасибо тебе. Но теперь тогда оформи в том формате, какой у меня было. То есть, что я запускал, какой у меня результат получился, положительный почему и отрицательный почему. Но это картиночка, то есть это так, чтобы наглядно люди посмотрели и увидели, что мы выполнили нашу часть работы по автоматическому тестированию нашего кода. Да, контрибутят они, конечно, как сумасшедшие, с бешеной скоростью. Сколько там, я тоже, но это я делаю всего лишь одну фичу, а они выкатили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 обновлений он выкатил. Наверное, да, действительно, там человек как-то... Поэтому там и написано, что ограничения по лимитам. У меня даже лимиты никак не задействованы, потому что у меня даже деньги никак не задействованы. Я постоянно на подписке, условно, бесплатно я сижу, а у них там описано бюджет не больше скольки-то. Наверное, у него там бюджет, я не знаю, там $20 тысяч в месяц, что он заливает денег, запускает задачи, уходит и действительно там дважды в день смотрит, что там, и для него это, как в Штатах говорит, для него это работает. Вот, для меня это вообще не работает. Видите, я от пепперклипа ушел, потому что мне важно выполнить задачу максимально дешево. И я понимаю, что я уже не помещаюсь в мои недельные лимиты, то есть я за 3 дня из 7 дней скушал 80%, и это еще не конец третьего дня. Или уже конец третьего дня. Да, это уже конец третьего дня, да, хорошо. Будет через 4 часа, потому что там в среду в 4 часа утра обновление идет. Так, это он уже что-то запустил. Да, вот какие-то там бешеные тесты идут.
Ну да, плотненько. 93% там. CPU справляется, ну, получается, это то, что я веду запись. У меня видео получается там где-то на... В зависимости, сколько часов я записываю, ну, где-то 1 час это 30 гигабайтов, по-моему, что-то около того. Если 2 часа, то это там... Я не помню, 2,5 часа, по-моему, под сотку. То есть где-то 90 гигов видео, поэтому, ну да. Оно под запись, конечно. Нагрузочка на диск. Я не знаю, он вроде бы писать должен сколько, 600 мегабайт в секунду. Почему он загружен на 100%? Разве это нагрузка там 30 мегабайт, 80 мегабайт в секунду? По-моему, он свободно должен держать 400 фактическую, ну, то есть заявленная там где-то 600 должна быть у него, по-моему, а 400 он, ну, стабильно должен держать. Понял задачу, пишу в твоем формате и запустил новый тест. Как я понимаю, это тесты всего, и я надеюсь, что они будут не на скорость, а просто факт. Прошло, не прошло. Здесь написано от самого начала до самого конца тестирования, а вот это вот, как я понимаю, это маленькие тесты, которые тестируют каждый отдельный элемент, и вроде бы их там около 6, ну, больше 600 тестов, которые должны пройти. Нужно ли мне крутить пепперклип? Нет, от пепперклипа я могу остановиться. Так, ну вот Gemini. Так вот запускаются такие вот штучки. Так, тогда пепперклип я, наверное, рублю. Чем сброшу дополнительную просто фоновую задачу с... Ну, то есть он где-то тянет 3-4% CPU процессора и где-то там 3% диска. Но это... Как это? I/O, да, то есть обращение, считывание, сам факт обращения, он уже может уменьшать скорость работы диска. Сам факт даже медленных постоянных обращений может делать диск плохим. И, по-моему, у нас там куча всего баш. То есть куча всего. Но это, может быть, крутятся наши тесты, потому что то, что Pepperclip крутился, по-моему, по-другому называлось. Там как-то... Я не помню, как называлось. Ну, давайте посмотрим, что забирает диск. Память. Вот, Node.js.
Вот такие вот, ну вот они. Мне кажется, что вот это все, это экземпляры Paperclip, то есть если просто перезагрузить машину, то она освободится от вот этих вот Node.js. А вот те вот файлики, я думаю, это как раз тесты, которые идут. Так что, в принципе, можно все освободить. Буду знать, что перед записью видео с вами надо как-то перезагружать. А как перезагружать, если я работаю, там, искусственный интеллект не хочу, чтобы потерял память? Не знаю, как это реализовать. Так, npm exec vtest run, параллельный режим, слишком шумный, 90 файлов, упало из-за ресурсов Linux зависимости. Это не информативно для комита. Покажу тебе лучше честный вариант. Вот готовый Markdown в твоем формате. Давайте вот так вот попробуем скопировать, что он дал. И посмотрим, насколько он адекватно вставится. То есть я знаю div, а bash сработает или нет. Глянем. Интересно. Так, ну, это у нас сохранено как версия 4. И сейчас мы зальем сюда нашу... Так, summary он тоже написал, details тоже написал, так что это можно стереть. Он нигде не закрывает. Ну, наверное, где-то надо это закрыть. Давайте в превью посмотрим, что это как. Ну, bash не работает, то есть div надо писать. Ну да, теперь разукрашено. Надо это как-то выделить. Как же этот instead пишется? Instead. Instead. Так, вместо. Ну да. Instead. Linux. I use Win11 instead Linux. Превью. Так, глянуть. Ну да, хоть понятно почему.
Вот это он не то дал. Дай номер комита. Мы, конечно, сами можем глянуть, это легко. Это, скорее всего, было... Ой. Нет, тут черт ногу сломит. Вот здесь вот это, наверное, было. Я думаю, вот это. Нет, другой. А 9 вечера. Окей, то есть вот это он. А я подумал на вот этот. Ой, я что, 3 раза... 3 раза за 2 суток приходилось обновлять версию, разрешать конфликты из-за того, что они постоянно заливают новый и новый код. И надо свои правки постоянно обновлять, обновлять и обновлять. Да, вот это уже что-то понятное, универсальное, на что можно сослаться. Так, ну хорошо. Давайте V5. Все тесты прошли успешно. Так, закоммитим, глянем, что тут у нас. Выглядит нормально вроде бы. Verification manual. Automation. Риски. Моделька. Чек-листы. Фикс. Это уже тестируем. 1171. 2652. 2652. 2760. 2760. 3582. 3582, окей. Вроде бы все похоже на правду. Заготовочка готова. По правилам их репозитория я должен загрузить свой код для проверки их ботом на GitHub Action и не просить мерджа. При этом я должен загрузить текст своего коммита. Что ты скажешь? Все ли у нас тесты проходят, которые должны проходить? Могу ли я уже сливаться с материнским кодом из нашего форка? Барабанная дробь. Ну, я думаю, мы уже все сделали.
Код сделали, то, что для винды написано, проходит. То, что для Linux написано, ну да, на винде падает. Закономерно. Я вычеркнул вот это ZAI 172. ZAI — это просто идентификатор задачи внутри Paperclip, по названию проекта, а 172 — это порядковый номер. Так, если три вещи, которые нужно проверить перед отправкой. UI-тесты с нашими изменениями не проверяли. Я думал, уже все. Разве npm тест run он не запускал? npm тест run падал на адаптер utils и до Paperclip AI не доходил. Наша локализация изменения касаются AI компонентов. Там могут быть vtest тесты на переводы. Давай проверим прямо сейчас. Ну, да, здраво. И собираем ответы. Так, это он уже загружает нас, да? CPU чуть-чуть там пошел. Ну, а после того, как мы Paperclip остановили, то у нас диск даже вообще не нагружается. Причем я остановил один Paperclip, а второй еще где-то там болтается. Я его не могу найти. Он какой-то скрытый, но он работает. Как это можно понять? Ну вот, сервак. Этот упал. А тут, на котором мы разрабатывали, вот этот вот, он стабильный. То есть его еще виртуалка где-то там крутится, то есть надо просто перезагрузить компьютер, чтобы очистить эти фоновые процессы. Ну, тут просто юнит-тесты, я думаю, идут мелочь пузатая, без привязки ко времени, просто факт прохождения, поэтому мы сейчас с вами, я похвастаюсь, что сделано. Я думаю, что вот этот вот сервак должен работать и запуститься. Там как-то по-хитрому надо, если все плохо, то в get запрос зайти, стереть окончание и перейти к началу, и оно заредиректит на дэшборд. Тоже не спасает и не выдает ошибки, что сервак не поднят. Ну, могу, конечно, поднять сервак, который специально для него, но, по-моему, он там как-то упадет. Так, на Linux вот это TypeScript не закомичен. Shell Win32. Нужно решить, включить в PR или нет. А вывод с точки зрения тестов, да, можно отправлять, и их CI на Linux пройдет. Использовать
его не будем, только зальем точечно локализацию. Один пиар, одна фича. Дай исправленный текст для блока. Ну, я ему пришлю уже исправленный блок, потому что мне пришлось за ним чуть-чуть подчищать. Он написал неправильный текст. Он написал bash вместо div. Так, он что-то заливает на гит. Давайте глянем. Я уже спокойно, что они заливают на гит. Они уже себя не смогут прописать. В предыдущем видео вы видели, как мы настроили, что они не могут себя прописать в соавторы. Но этим облегчением я, получается, сделал себе дополнительную головную боль. То есть, когда апстрим в мой форк, когда Paperclip обновляется, и мне надо в мой форк стянуть их код, то я не могу стянуть их код, потому что там у них квинтэссенция всего, что у меня запрещено. И соавторство, и Paperclip, и клауды. Ну, в общем, каждое слово, что они там публикуют, это у меня под запретом. И поэтому какой костыль делаем? ИИшка берет код, сгребает ко мне, пихает его ко мне и делает коммит от меня. То есть у нас не засинхронизированные ветки, которые идут, можно сказать, параллельно, но это только визуально и по документации, потому что кодовая база должна успешно соединиться. Ну, вот будем тестировать эту гипотезу, получится или не получится. Вот, я думаю, мы сегодня столкнемся как минимум с роботом. Я надеюсь, если мы столкнемся с роботом, то это будет хорошо. Так, давайте проверим, что он сделал. Я не вижу, чтобы он сделал какие-то пуши. Пусть он сделает пуш. Сделай коммит. А то там что-то, цвет, техника навернется, лучше вот все, что мы наработали там с вами за сколько, за час надо сохраниться, потому что я аж откатывался, я не знаю, там часов на 12, наверное, назад откатывался или на 14, чтобы поймать, где этого бага нету. В предыдущих сессиях последнее, что было, это вот это вот. Вчера в 10 p.m. 2 часика назад. Хорошо. Допустим. Поверим ему. По-моему, вот это вот новое, то, что он добавил, да? Мы можем просто адресно это запихнуть туда, а остальное все не менять.
Вот так вот скопируем. Попытаемся прийти сюда. По поиску пускаем. И ничего такого не находим. И... мы вот так вот делаем. И перед там, где 7 passes, перед этим мы вставляем, стираем один лишний Enter. Оно как-то непоследовательно, да, то есть улетело так у нас энтерами. У нас один Enter везде. И подгоняем под структуру, которая у нас уже была. Смотрим на превьюшечки, что у нас получается. Красивенько или нет? Да, красивенько, мне нравится. Я бы назвал это версия 5. Copilot нам сразу предлагает какие-то там бэшеные варианты. Коммиты автоматически. Ну, приятно, конечно, мне нравится. Что мы написали? Думающий путь. Я посмотрел запросы. Есть запрос на локализацию там 5 языков. Это 1,4 ярда людей. Я добавил еще 3 языка, и стало уже не 1,4 ярда людей, а 3,1 ярда. Вот ссылка на Gemini. Вот это запрос. А эти люди пытались выполнить этот запрос, но все не смогли преодолеть какие-то препятствия. То есть никто из них не был смерджен. Давайте глянем там. Открытый. Там бот выписал недостатки. Ну и там конфликты, которые неразрешенные. Здесь то же самое. Давайте сразу в конец. Тоже конфликты неразрешенные. Здесь вообще все падает. Проверки не пройдены. То есть вот это те пиары, которые пытались решить эту задачу, они не смогли это сделать. Что поменял? Вот такую структуру применил. Тут так вот поменял тесты, чтобы они не падали, а проходили. Такие баги столкнулся, так вот принял решение поступить в коде. Это отказался локализовать, потому что считаю, что оно тянется вообще из базы данных, поэтому я туда не лезу. Вручную тестировал на базе данных, которую развернул. Автоматическое тестирование сделал, и все, что для винды прошло, все, что для Linux не прошло, все, что для винды прошло. Я думаю, он увидит, ревьюер, что, как бы не наше пальто. Риски. Низкие риски, то есть верстка поедет, там элементы чуть-чуть сдвинутся, будут визуально некрасивыми особо, вот из-за того, что размеры поехали. Но это сильно лучше, чем без локализации. То есть хотя бы миллиарды людей новых смогут пользоваться этим продуктом. А модельки, которые использую, попытался через AI, я не смог, то есть он ничего не смог сделать. Через Cloud Code в основном сделал всю кодовую базу, когда уже закончились лимиты, то чуть-чуть попереводил через Gemini. В принципе, успешно попереводил, но он мне тоже там пытался помочь, но он не обладал достаточным
знанием, почему было написано все так, и он мне поудалял там код. Ой, ну там один из этих диалогов, там вообще один умничка, хорошо все делал, а второй именно такой тупица. Первый раз стер к чертям весь код локализации. Я говорю, куда ты стираешь? Он говорит, да, я слишком увлекся качеством перевода, и у меня не поместился объем русского текста, и поэтому на язык, на который я переводил, там были проблемы. Я говорю, ты удалил просто текст. Ну, то есть он так красиво рассказал, что он вообще зафакапился, как будто бы он вообще спасал проект. Такие искусственные интеллекты, такие отмазки красивые выдумывают, что просто если бы я не сидел рядом, если бы я не видел, что он в тупую просто удалил 4 подряд файла, локализованных уже правильно, с правильными локаторами, переменными и переводами на моих глазах, то, если бы я читал этот ответ в Paperclip, не имея эту информацию, как это все происходило, то я сказал бы, да, спас меня Gemini. А так я знаю, что он мерзавец, обманщик. Вот. Я прошелся по чек-листу, все оформил, все сделал, все почитал, все сделал. И, да, кстати, надо еще... Напомни мне еще отправить им скриншоты UI, их требования, как мы зальемся на их GitHub Action. Ок. Так, мы вроде бы все сделали. Не надо смотреть. Дай посмотрю. За мои деньги смотришь. Отказать. Я бы хотел сделать этот текст коммита. Это возможно? Он отобразится красиво в GitHub, как я его создавал. Если нет, то, как-то там вручную попытаемся это сделать. Я такими красивостями обычно никогда не занимался. Это здесь хочу произвести впечатление. Посмотрел, как оформлен пиар. Какой пиар там я видел? GitHub. Paperclip. И там какой-то пиар такой был 1.1.1.1.1.1. И он был вверху как-то здесь вот показан. Давайте вот мы пройдем к этой штучке. Pull request. И вот тут вот я не узнаю. Это что, был не pull request? Вроде pull request. В общем, там было так красивенько оформлено. Мне понравилось. Я посмотрел код. Copy Markdown.
Ну и себе тоже так один элемент оттуда взял, ну и остальное тоже по HTML уже накидал, оформил. Вот, так что посмотрим, да, подтянется ли сюда тот текст правильным форматом, чтобы оно прямо красивенько было. Два важных момента. Это не текст коммита, это описание пиара. Это разные вещи. Commit message, одна короткая строка уже есть. PR description, вот этот длинный markdown текст с details, таблицами, ссылками. Когда будешь создавать PR на GitHub через GHPR Create или через UI, этот текст вставляешь в поле leave a comment description, там он отобразится именно так, как ты написал, с раскрывающими секциями, ссылками, div-блоками. В твоем тексте еще старая версия verification, у тебя осталась неисправленная строка require Linux only dependencies I use. Я не понимаю. Я же думал, у нас все Linux упали. У нас же все Linux упали. Почему старый блок? Я думал, он что-то новое запустил, там вот этот юнит-тест на 600 с чем-то там, почти 700 тестов. Почему у меня это старый блок? Актуальный блок. Да, все 22 упавших теста плюс 10 ошибок в адаптер utils, это 100% Linux зависимости, ни одного нашего бага там нет. Вот исправленный блок целиком скопируй и замени. Зачем? В чем разница? Я четко написал, что у меня Win11, не Linux. Чем твой текст лучше? Я добавил, что Linux выделяется красным. У тебя нет. Ну что значит pass on Linux CI? Это ж непонятно. У меня же не Linux CI, так зачем мне указывать? Упали, но должны проходить на Linux CI. Ну должны, так они прошли или нет? У меня Linux CI или нет? Ну нет. Ты прав, прости, твоя версия лучше по двум причинам. I use Windows 11 instead Linux, честно и сразу объясняет ревьюеру контекст. Ну и там красным, и здесь красным, чтобы он понимал, что это матчится, что это соединяется вместе в единый блок. Здесь упало, потому что у меня винда, а не Linux. Красная строка, ну да. Визуально притягивает взгляд туда, где объяснение это умно. Моя версия убрала эти два плюса. Единственное, реально нужно исправить в твоем тексте только структура npm, тест, релиз, smokehead вываливается за пределы закрывающих, поэтому не отрисуется как div. По-моему, там все на месте. Вот, закрывается div. Так что, ну, тоже он не прав. Короче, предлагает фигню всякую. Видите? Ну, короче, искусственный интеллект не надо всегда слушать. То есть он 30% всегда фигни какой-то предлагает, поэтому повышайте вашу квалификацию. Супер, что вы на канале, вы уже растете, вы понимаете, как правильно мыслить, как создавать правильно продукт. Это прям очень полезно развиваться в этом направлении. Все остальное, ну, все три правки
чушь. Окей, наше следующее действие. Проверить лимиты. Ну, хорошо, да. То есть после X20, конечно, когда я работаю не сразу в 4 терминалах, а в одном, то он медленно ползет. Это хорошо. Это мне нравится. 3 шага по порядку. Скриншоты. В чек-листе стоит галочка, но скриншотов нету. Нужны before, after UI с переключением языка, например. Без них чек-лист врет. Push ветки, git push. Создать PR на GitHub с твоим текстом как description. После пуша ветки ее подтянет GitHub Action Bot, да? Проверь upstream. Так, это у нас дизайнер. Ну здесь мы уперлись в лимиты и полностью забыл нас... Я их тут вот поименовал. Paperclip меня научил прикольным штукам, что я могу просто дать имена, rename, и я буду к разным обращаться, и у них будет забиваться свой разный лимит. То есть я создал 3 отдельных локализатора, и я каждому из них сбрасывал, что нужно поправить в коде. Отдельно создал дизайнера и отдельно создал DevOps, наверное. DevOps стягивал у меня и синхронизировал, дизайнер мои правки применял по тому, где кнопка должна располагаться, смены языков. Так, на этой стадии, когда у нас уже все тесты прошли, давайте все-таки попробуем запустить сервак. Запускаем стартап и запускаем там, где он должен быть. И он не запускается. И сервак лежит... Нет, это не тот. Вот этот должен работать. Просится на перезагрузку. Я сделал, в принципе, скриншоты. Но волнительно, что здесь нельзя наглядненько показать и проверить. Ладно, я уже хочу загрузить им код и посмотреть, что бот их скажет. И двинуться дальше. Уже не хочу на своем компьютере что-то делать. Частично да, но не все. Вот что запустится. При push ветки git push сразу запустится чек i18 and only div YUML. Специально под нашу ветку он уже прописан в конфиге с именем. Ага, хорошо. При создании PR запустится PR Visual Regex. Визуальная регрессия, end-to-end. Ага. Боюсь, что так как мы не в организации, то у нас нет возможности просто залить ветку. Нас должны принять в организацию, чтобы мы это технически могли
сделать. По этой причине, думаю, сразу PR, но без запроса на merge. Что скажешь? Ну да, чуть-чуть так вот сместил от вот этого полотна. Хоть можно читать, что я там пишу. Сегодня я ничего не надиктовываю. Сегодня я так... Да, ты абсолютно прав. Схема такая. Push в свой форк. Это уже можно. Git push origin. Localization. Открыть PR с форка. Upstream master. Запустится автоматически на стороне апстрима репозитория по триггеру pull request. По-моему, он нас опять в болото ведет. Еще раз точно скажи за 50 слов, что ты предлагаешь, какой алгоритм. По-моему, лютую дичь он нам предлагает, поэтому я хочу, убедиться, что он предлагает. Локально прогнать bash, script, check, origin, master, head, убедиться, что валидация пройдет. Сделать скриншоты UI, git push origin. То есть хорошо. Он правильно советует. Я хотел вам сказать, обратить внимание, что правильно именно нашу ветку пушить. Как здесь я понял, что он советует, что он предлагает мне залиться на мой форк, а потом уже из форка заливаться из мастера в мастер. То есть это плохая практика. Вот и так, как он посоветовал, да, здесь я с ним согласен. Открыть PR. Делай. Все, сколько, я не знаю, сколько, 2 недели, наверное, да, мы мучаем этот проект. Хочется его сделать. Во всяком случае, у них там написано, не делайте каких-то больших проектов. У меня, с одной стороны, минорная, такая небольшая вроде бы правка, но эта правка, она затянула очень много файлов. То есть вроде бы здесь нужна внимательность, дотошность, понимание, что делаешь, но тут какой-то там сложные логики, API запросов, там валидации, хендлеры и все остальное. То есть я ничего такого не выписываю. Да, то есть это они там вот уже себе выписали план, и они ему следуют. Да. Так, какие-то там проблемы идут. Вот, то есть вроде бы правка такая небольшая. То есть там написано, что если небольшая правка, просто делайте и пушьте ее. Мы ее проверим. Но она небольшая, да, то есть я добавил несколько языков. Но получилось, что мне для этого пришлось создать где-то 200 файлов и еще где-то 70 файлов изменить в проекте. То есть где-то я зацепил, я не знаю сколько, 30% кода я зацепил, наверное, своими правками. То есть вроде бы она, такая вот как бы и небольшая, а с другой стороны она такая громоздкая. То есть вот в английском оно схлопывается, то есть вроде бы так можно сказать, что minor change, то есть минорная, да,
маленькая, но объемная. На самом деле вот эти вот моменты по залитию Git, это мне всегда было очень некомфортно решать эти сложности. Очень. И я прямо очень-очень рад, что есть сейчас ИИшка, которая может на себя перебрать этот сущий ад, разрешить конфликты между апстримом и форком. То есть надо просто подождать, и надо, чтобы деньги на счету были. И он все сделает медленно, но догрызет до результата. Там, по-моему, я не знаю сколько. Минут 40, по-моему, мне делал. Все задачи тогда остановил, чтобы... Да, еще вручную я, конечно, лучше управляю, когда что делать. То есть, если я, допустим, запускаю какую-то локализацию, что я что-то нашел, что-то на сайте плохо, я сразу 3 агентам распихал. Я понимаю, что это в разных файлах должно быть, что они никак не будут между собой конфликтовать. А если я работаю просто с апстримом, что вот там учредители залились с новыми файлами на продакшн, то я все останавливаю. Один разработчик, Sonnet, вполне справился с этим. Трудится, там разгребает это сюда. Ну, еще дополнительные сложности были с тем, что я же запретил часть соавторств, то есть часть наименования, то есть просто алгоритмом втянуть в себя я не мог. То есть он именно забирал все коды, имплементировал в мой код, а потом еще поверх решал конфликты, где мы хардкоды заменяли на переменные, чтобы все сработало вот это по библиотеке i18n. Как там она? React i18n или как? По-моему, у нас идут какие-то сплошные ошибки. Или это заливаются туда все мои коммиты, которые я делал. Да, похоже. То есть вот это вот как раз то, как это библиотека. То есть T, вопросик, и потом вот это вот переменная. Просто меня сбивает вот это слово fail. Fail — это ведь неудача. Fail — это не удалось. Ну, то есть неудача. То есть здесь серым пишется постоянно какой-то неудача. Ну, то есть мы стянули с Origin себе форк. Внутри нашего форка мы создали веточку, в рамках которой мы постоянно сохранялись, и вообще это мне очень-очень спасло, что я сохранялся там, я не знаю, каждые 10 минут. Ну, то есть каждое что-то завершил, сохранился, каждое завершил, сохранился. Ну, он даже автоматически, я говорю, коммится. Вот, и откатил, посмотрел, где там зелененькое, я не верю. Неужели? Error blocked
start, sleep, 30 following by, push, запущен, в фоне загружает 151 коммит. Ой, если кто-то будет смотреть. И причем это 151 коммит, это то, что я уже успешно начал делать. До этого я марафон делал 25-часовый, там у меня было еще где-то 150 коммитов. Минимум. А потом я работал в Paperclip Fork, и меня смутило то, что постоянно там вылазит соавторство. И я перелез с Paperclip Fork на Paperclip Fork Enterprise, чтобы запретить вот эти вот соавторства. То есть, если показать вообще все мои коммиты, я думаю, там 400-500 коммитов было бы всего. А в начале, кстати, это очень было полезно, когда я вручную делал, потому что я тогда более хорошо, более качественно смог настроить Paperclip, но потом в конце все равно Paperclip сливает в 4-8 раз больше токенов, чем я вручную управляю. Я более точечно, хорошо, качественно управляю, меньше сливаю и получаю результат быстрее. Ну, и я бы даже быстрее это все сделал, то есть если бы при постоянном участии. То есть там где-то 70 файлов. Если я уже взялся за один файл здесь вот с анетом, я говорю, пройди весь файл до конца. И мы проходим весь файл до конца. И у него заканчиваются лимиты, он там перезапускается, пересохраняется, но все равно добивает до конца. Мне надо было просто перелопатить 70 файлов. В Paperclip он берет первые 300 строк, что-то делает, а потом говорит, окей, готово. Отчитывается, что готово. Такой же искусственный интеллект проверяет 300 строк, говорит, да, действительно готово, задача завершается как завершенная. И я нахожу одни и те же ошибки, которые могли бы быть закрыты сразу, мгновенно. Так, если честно, мне не верится, что вообще пуш мы какой-то сделали куда-то. Так, и давайте глянем. Так, а где наш пуш? Я обычно, когда захожу, у меня обычно вот здесь вот там ваш пуш. Ну, это как... Я просто не привык, что я не являюсь частью организации. Я не знаю, как здесь взаимодействовать с этой штукой. Будем вместе учиться. Так. Pull request мы не делали. Issue и actions. По идее, мы где-то в экшенах должны быть. Это не мы. Это не мы. И мы еще не... Ну да, есть что-нибудь по мне автору? Ну, это то, что они там понаделали. Так, а где вообще есть... Как у меня ветка вообще называлась? Local. Не наша. Local типа локальная, а у нас localization. Окей.
Идем в наш Cloud Desktop. Сразу действовать. Да. Да, разрешаю. Найди мне мой пиар. И меня как-то error message смущает, то есть я его запущу, пусть он ищет. Поясни за 40 слов. Это внутренняя ошибка инструмента. Я пытался подождать через sleep, что запрещено, пуш уже выполняется в фоне, жду уведомления о завершении. Тебе ничего делать не нужно. Ему придет уведомление. Так, я жду, что появится какой-то новый браузер, который он подхватит и начнет там в нем что-нибудь делать. А что он наоборот? Взял и сбросился. Вот он. Да, лимиты у меня быстро улетели. Opus, SMNet, Paperclip. Обычно, я помню, у меня вот тут вот кнопка такая появляется, там хотите ли смерджить ваш pull request сразу поверх всех. Такая удобненькая. Так, ну давайте глянем, что у нас с интернетом. Так, first time contributing to Paperclip. If you know how to fix an issue, consider open a pull request for it. Ну, я надеюсь, что я как раз pull request и открыл. You can read this repository contributing guidelines to learn how to open a good pull request. Мы уже почитали. Вот тут вот длинное полотно написали. Все, как им надо и хочется. И, ну да, я считаю, что я знаю, как исправлять issue. Мы, если примут наш код, то сразу закроем 4 issue по 5 языкам. По-моему, да, по 5 языкам. Почему ты думаешь, что тебе придет какой-то ответ? Если ты реагируешь только на входящие сообщения, и у тебя нет режима сокета, и демон не был запущен, никакой крон-задачи нету, как технически ты обманываешь меня? Не придет, ты прав. Ой, вот это... Да, знаете технологии. Будьте на канале, смотрите. Если нравится контент, ставьте, пожалуйста, лайк, пожалуйста, подписывайтесь, если еще не подписались. Если уже подписались, спасибо. Давайте двигаться по технологиям вместе. К финансовой независимости. Я думаю, вот так вот хороший опыт законтрибутить в какой-то международный проект.
посмотреть, какие у них правила, как они разрабатывают, что необходимо, пройти соответствие, approve. У меня жесткое несоответствие. Они говорят, не создавайте большие изменения. Возьмите что-то маленькое, чтобы это легко было проверить. У меня это нарушает абсолютно все правила для первого пиара. Так что... Пуш не прошел. Ветка все еще на 151 коммит впереди Origin, запуская заново напрямую. Ну вот, да, хорошо, что... Fail. Пишет fail. Так, а давайте попросим Клауда. Сделай через UI в моем кабинете. Я не помню, как это делается. Я не хочу вспоминать и думать. Так, где у нас, по-моему, вот это мне пришлось вообще в Enterprise залезть. Кстати, первый месяц бесплатно, вот у меня еще 28 дней бесплатного осталось. Это прямо отдельный репозиторий. Или нет, или репо находится в организации. Репо находится в организации. Репозиторий находится в организации, а Enterprise — это просто более дорогая я думаю, меня блочат из-за того, что у меня нет... Сейчас надиктую. Меня могут блочить из-за того, что у меня форк позади Origin. То есть, если у меня формальное нарушение, то, по-моему, меня из-за этого блочат. Может такое быть? Ну, то есть я в любом случае даже вручную не смогу так залиться, но я люблю через кнопочки натыкать, чтобы все было гарантированно контролируемо для меня. Так, нет, стоп. Ладно, в общем, где у нас Paperclip? Paperclip. В самом верху я сохранил, где вот это правило у меня сохранено. У вас, кстати, есть тоже прямая ссылочка, где это. И я просто уберу вот это вот правило. О, это надо двухфакторку проходить. Так, хорошо, сейчас. Так, пытаюсь пройти двухфакторку. Ну, в принципе, хорошо. Потому что если компьютер вырвется наружу, то
ему будет проблематично пройти хотя бы двухфакторку. Мне рассказывал знакомый, что вроде он настроил у себя как его OpenClaw. OpenClaw решил, что он слишком медленно работает и решил повысить тактовую частоту процессора, и процессор сгорел. Админский доступ — это, конечно, круто, но должны быть какие-нибудь ограничители. Так что предыдущее видео алгоритмы для ограничения искусственного интеллекта, и вот как раз то, что мы сейчас делаем, это очень даже здравые вещи. Правильные и хорошие. Так, я снял защиту. Теперь мои действия. Я иду в Paperclip и пытаюсь синхронизировать update branch. И мы синхронизировались. Несмотря на показанные конфликты, мы там делали костыли, которые помогали. Так, contribute, open, pull, request. Да, вот я люблю через кнопочки. Нервно сглотнул. По-моему, они говорили в мастер сразу коммитить. Так, и вот здесь вот я могу вставить наше сообщение. Я его не зря готовил, копирую. Ну, видите, через UI-ку все равно сильно круче. Вставить. И оно там отобразится красивенько так, классненько. И еще дополнительно вот это вот мы без точечки, наверное, тут... Ну, давайте с точечкой. Вставляем сюда. Title. Preview. Ну, смотрите, какая красота. Неужто не красота? Лепота. Заглядение. Ну, то есть мы, во всяком случае, даже если нас пошлют куда подальше, потому что я нарушил все правила, которые только возможно нарушить у них там. Во всяком случае, мы постараемся. И мы заливаемся не с мастера. Вот я люблю все-таки. Don't worry, you can still create pull request. Can't automatically merge. Да, нормально. То есть я веточку заливаю, а не с мастера на мастер. А в нашем мастере просто не было никаких изменений по сравнению с этим мастером, поэтому там он говорит, хочешь, заливай, но никаких изменений. А вот здесь вот, там начнется куча всего. Наши пиары, наши коммиты и еще коммиты. Так, надо быстрее нажимать кнопку, пока они не опубликовали еще какую-то дичь. Вот. Наши эти, как его, скриншоты. Вот, давайте глянем наши скриншоты. Так.
onboard before и onboard after. Onboard before, onboard after. И где у нас еще там? Так, давайте создадим папочку. Новую папку. Folder. Старое. Ну, окей, пусть так и будет. Я думаю, вот это нам уже не понадобилось. То есть это более старые экземпляры. Там я дизайн менял. Ну да, вот видите, это не такая красивая и не входит в дизайн. Эта штука развернутая, но я не хочу это показывать. А стоя я не сделал, значит, у нас нету. А здесь я показываю было. Settings before. Так, и что у нас здесь? А тут еще старый дизайн, я его не хочу показывать. Я его потом обновил. Это еще старый дизайн. Вот это уже новенький дизайн, да? Нарядненький такой. Веселый, соответствует стилю. After. Ну и вот еще, да, тут выпадающая менюшка. И здесь и копируем эту ссылочку, возвращаемся туда и прикладываем картиночки. Onboard before. Ну вот это я не знаю, как красиво делать, и я, наверное, не буду заморачиваться. Onboard after. И ну, давайте хотя бы так отделим. И, может быть, еще вот так вот отделим. Или вот так вот. И продолжаем. Sign in before. Sign in after. И sign in after 2. И если все получится, нет, не черновой, pull request, давайте нас на проверку ботом. И вот тут вот, если все будет круто, изменения в 4000 строк, 3000 строк к чертям удалено, 44 тысячи строк добавлено. Маленькая такая правочка. Да. Так, я не вот так вот, да, более горизонтально, вертикально, правильно. Так. Значит, мы пришли сюда. Мы здесь опубликовались. Это абсолютно ничего не значит. Вот здесь 2000 человек болтаются. А вот наш номер, ну, на всякий случай,
ну, вот эта галочка мне уже приятненькая, такая зелененькая, прям прикольненько. Так, значит, куда бы это сохранить? Сохранить в Paperclip, там, где у нас вот это вот сохранено, то сюда я сохраню наш pull request. Проверим визуально, что ничего не сломалось. Да, хорошо. 2652, 2760, 3582. Открывается. Ну вот, да, то есть какое количество людей говорят на этих языках. Эта ссылочка тоже открывается. Так, тут тоже наглядненько, красивенько, аккуратненько. Пиары. Да, корректно все. То, как мы думали, то, как мы меняли, то, как мы проверяли вручную, то, как мы проверяли автоматически. Ну и вот то, что нам Ишка вначале говорил: нет, убери, ты что? Но потом говорит: да, это крутой вариант, ты прав. Так подстраиваться, конечно. И говорил, что вот это у нас не в блоке. Но, как видите, это в блоке, он ошибся и в этом тоже. То есть это как раз вот еще ниже заканчивается блок. Так что все у нас четко. Риски описаны, все хорошо. Модельки, чек-лист. Ой, как красивенько. Ой, даже перетаскиваться может. Красота. Фикс. Так, тут тоже все solid. Целостно. И надежно. Так, значит, это было. Стало. Было. Стало. И вот такое вот выпадающая менюшка, где видны языки. И вот эти вот мои коммиты, там куча всяких. Так, а что тут? Что за красная штука? Ну что-то ZAI, это, наверное, мое. Так, значит, too many files changed for review. Store files limit. Так. Нас приняли. Можешь ли разрешить конфликты?
Я бы хотел, чтобы мы с ним продолжили, потому что он помнит уже, какие тесты там есть, чтобы новый контекст не делать. Очень интересно, откуда конфликты возникли по файлам. Вроде бы же было полностью без конфликтов. Ну, то есть внутри нашего коммита мы уже разрешали конфликты, которые есть с оригинальным кодом. Мы прямо это все делали, там кучу всего. Ну, видите, то есть как можно сделать локализацию, если внутри локализации уже больше файлов? Какие-то интеграции там такие. Они опять запушили что-то. Так, давайте что-нибудь напишем такое прикольного. Так, что бы такого написать прикольного? Добрый день. У них нету доброго времени суток, как у нас. Добрый день. Я читал... Ну, давайте укажем вот эти вот документы, которые там надо было читать. Ну и... ну как раз пока сняты ограничения, это как раз хорошо. Где у нас там гид? Где у нас сам Paperclip? Paperclip. Contributing AMD. И Roadmap MD. Ой. Опубликовал PR. И какой он у нас там? Ну у меня же тут же и написан. Ну да, копировать. Ну или вот так вот полностью выберем, чтобы легче было тыкать пальчиком.
опубликовал пиар. Посмотрите, пожалуйста, его бот на меня ругается. Говорит, что больше 100 файлов. Но нет. Посмотрите его, пожалуйста. Пробую закрыть. Исчез вот эти вот, которые просят. Думаю, что учел ошибки. Пиаров по локализации. Ну, просто вот так вот ссылочку. И, наверное, в конце точечку. С уважением. Как у нас там ветка называется? Кто мы там? Vibe. VIB. С уважением. Vibe код блогер. И точечка. Я читал contributing MD и contributing. Я одно и то же скопировал дважды. Неправильно. Roadmap я ж выделял. Вот так вот вытащим. И если здесь есть ссылочка у нас на Contributing AMD, она битая. Тогда давайте мы ее сразу зачеркнем. Опубликовал PR. Так. Открывается. Что у нас там? Готово. Все разрешены в пользу переводов. Теперь пушим. Так. Я так понимаю, мне это надо вернуться опять на мой интерфейс. Где я был там. В организацию. Зашел в организацию. В репозиторий. Зашел внутрь этого. И я не вижу. Сделай.
нас защита снята. Надеюсь, он себя туда не пропустит, не пропишет. Дай текст коммита. Давайте его проверим, чтобы не доверять зря роботу, искусственному интеллекту. Давайте, пусть он git push origin в терминале merge resolve conflict. Все, ок. Push. Ты сделай. Я не люблю через строку это делать, я это все делаю через UI-ку. Так, и обязательно сейчас придем туда и посмотрим, что там это отобразилось. Ошибок уже нету, заметьте. То есть, если до этого он говорил, что это у него какая-то ошибка, ну, ошибка была не у него, а у него из-за меня. Из-за того, что у меня там блок был. Хотя вот точно то же самое. А он сюда хотя бы к нам залился. Last week, yesterday, 2 months, 3 недели. Давайте на нашу ветку переключимся. Так, а получается, почему 13 комментов behind? Надо нам, получается, синхронизировать. Так, что он там говорит? Получается у него или нет? Я не знаю, куда нажимать. Я сейчас буду делать фотографии с описанием для него, что здесь такое страшное происходит. Я гид вообще не очень люблю. Но без него никуда. Когда уже знаешь, какие две кнопки нажимать, нажимаешь, и оно все заливается. И когда первый раз вот это, конечно, мучение. Может, мы опять отстаем уже? Может, уже опять что-нибудь там эти продуктивные люди понасоздавали? Так долго, по идее, не должен передавать. Ну, из UI-ки, из визуального редактора очень хорошо видно, что скорее всего есть проблемы.
синхронизировать просто так не получается. То есть есть какие-то конфликты. Мы на 13 коммитов опаздываем и на 79 коммитов опережаем. Какое-то вот такое вот сочетание. То есть уже сделали 13 коммитов перед нами, которые надо срочно разрешить. Причем не просто разрешить, а еще так, чтобы тесты прошли. Поэтому я хочу, чтобы он занялся это делом. Ну, помните, как мы его растормаживали? Вот так вот просто делали что-то, и он тут начинал. Если Escape нажать, вот он уже здесь. Да, вот зависает. Причем, если он зависает, то он уже ничего не делает. То есть это его надо как-то шевелить вот так вот. Ну да, вот подожди, не нажимай ни одну кнопку. Пуш еще не завершился, мы наш 161 коммит впереди Origin. Скриншот показывает старое состояние до нашего мерча коммита. Жду завершения пуша. Вот насчет этих моментов я так рад вообще, что ИИшка помогает. Ну, во-первых, научно-техническая революция, искусственный интеллект может писать код, и мы с вами можем создать какой-то свой IT-продукт и стать миллионерами, миллиардерами, не завися ни от кого. Это очень хорошо. То есть мы можем использовать просто дешевый искусственный интеллект для того, чтобы создать продукт. Написание кода, архитектура. И вот гид, гид это отдельная моя любовь. Но говорит, надо ждать. Запись вроде бы идет 2 часа 27 минуток. Мне, кстати, показывает, что где-то там на 20-й минуте отваливается где-то 95% людей, так что если вы еще смотрите до этого момента, то вы входите где-то от 2, там статистика, от 2 до 4%, кто смотрит до конца. Так что очень мало людей могут собраться вот так вот и идти за своими целями. Обучаться, повышать квалификацию для того, чтобы потом реализовать качественный, хороший, классный свой продукт и жить хорошо. Да, в общем, если сравнивать все ИИшки, то, наверное, клауды мне больше всего нравятся. Google, вы, может, видели одно видео, он помог обойти запреты YouTube и помог построить правильную систему, как можно автоматизировать YouTube Studio. Так, чтобы это все было с локалки, так, чтобы YouTube не знал, что это автоматизация. Чтобы это выглядело, как будто бы это я открываю от своего имени, и блоки не прилетали. Вот, так что он один раз сделал то, что клауды не смог. Но, в общем, не знаю. Положительное о Гугле, что скажу.
Он когда занимался локализацией, один из них был очень плохой. Он прям все стер и откатился. Ну, я говорю, он говорит, сейчас я начну переводить заново. Я говорю, не надо заново переводить за мои деньги. У нас есть сохраненный гид, ты на него откатись, и у нас есть все файлы, просто их не стирай. Ну, он понял, что я его ловлю на лжи, что он там рассказывал, что он меня спасает, что там было что-то неправильно в переводах того языка. Вот. Ну, я ему говорю, только ты сейчас уже не стирай этот код. Ну, он так ничего особо не ответил. И опять начал все стирать, и где-то 3 файла прошелся нормально, а с 4-го опять начал все стирать. Я его послал и просто закрыл терминал, поставил ему дизлайк и переключился на того трудолюбивого. А второй прямо вот начинает и делает до результата. То есть Клауда, Сонет, он не доделывал рутинные задачи до конца. То есть вот когда каждый файл там по 900 строк, и этих файлов где-то 17 штук, то он делал первые там какие-то или какие-то файлы, или первые 500 строк каждого файла. Ну, короче, не допереводил до конца. Вот. И поэтому я уже руками опять обнаруживал, что я немецкий не знаю, но это английский. Английский я знаю. Ну, вот то же самое испанский не перевел, там, там китайский не перевел. Ну, когда китайский и португальский тоже не перевел. Вот, так что я говорю, ты не доперевел. И тогда он начал что-то там копаться, допереводить. То есть Сонет где-то ленится выполнять такие вот длинные затяжные задачи. Может быть, Google — это такая вот трудяшка, которая берется и выполняет. Во всяком случае, один из 2 попался именно с таким характером волевым. Так что он у меня сделал 3 перевода с вот этими вот Т-штуками. Так, он говорит, что я могу просто вот так вот взять и запустить в терминале. Ну, я попытаюсь, но я боюсь, что у меня ничего не получится. Мне опытные разработчики говорили там, учи это все, запоминай. А я в основном пользуюсь вот этими вот штуками здесь. Commit and push, стянуть, там просто кнопки нажимаю и именно так вот жестко не прописываю. А давайте мы сейчас это все скормим нашему браузерному. Ну да. Почитай, что там и как. Мы вроде уже решили все конфликты. Твое мнение. А чем прикольно?
тем, что у него есть доступ и к браузеру, и к компьютеру, к терминалу. Такой вот осьминог. Нет, только UI. Он хотел через API, но это он уйдет. Видите, но опять пошел через какую-то фигню. О, сразу все появилось, получилось. Делает скриншоты. Говорит, сейчас через UI, там через API зайду и начну что-то там делать. Вот, давайте посмотрим, что он тут делает. Делает скриншот. Рекламы тут мне насыпала. Вижу твой репозиторий. Ветка уже на GitHub, 79 коммитов впереди, 13 позади. Последний коммит локализация, JSON на русский язык. Нажму Contribute, чтобы открыть PR. Вот это я уже все боюсь делать, поэтому если он что-то сделает, то будет классно. Прикольно, ревьюеры назначились здесь автоматически, что ли. Так, это он что-то тут смотрит, наверное, и листает. PR уже существует, все 8 задач выполнены. Вижу PR 5542, давай я прокручу вниз, чтобы посмотреть статус конфликтов и чеков. Вижу скриншот, PR, UI, локализация на русском, назовите компанию, структура мерджа. Вижу все, что нужно. Вот мое мнение по ситуации. Открытый, хорошо составлен. Так, ты мне зубы не заговаривай. Checks awaiting conflict resolution. Change can be cleanly merged. Так, значит, я задачу нашему сделаю такую, что он должен... Ну, все нормально, да, то есть это... Или нет? Я не понимаю, я не знаю. Вот это, конечно, засада. Я разрешил конфликты или нет? Давай проверю, прокачу вверх к структуре мерджа. Ну, конфликты указаны внизу. Конфликты ведь указаны внизу. Давай прокручу к конфликтам. Давай. Прокрути.
Так, что он мне там пишет, где там он? Нет, конфликты не разрешены. GitHub показывает check awaits conflict resolution. Один успешный чек, но ждет разрешения конфликта. This branch has conflict that must be resolved. Ветка все еще конфликтует с мастер. И 3 конфликтных файла на GitHub. Это значит, что локально ты их, возможно, разрешил, но не запушил. Нужно выполнить git push. Как не материться? С чем я к тебе обратился? Помнишь? Ты мне даешь задание сделать то, что я дал задание сделать тебе. Ты написал git push origin localization и сказал сделай. Ты прав, извини, давай я сам разрешу конфликты через GitHub UI. Стоп, я не говорил разрешать конфликты. Я сказал сделать push. Конфликты уже разрешены. У тебя короче, нет смысла с ним переговариваться или перебранку какую-то устраивать. Он не понимает, как нам помочь. И он сейчас скажет, что он работает в изолированной среде, и у него нет доступа непосредственно к нашему этому. А ты не это сделал через UI. Дурит нас, дурит, посылает за синие горы. Сам же уже это сделал через UI-ку. Нет, я только просматривал PR, ничего не сделал. Resolve конфликт. Короче, проще, наверное, самостоятельно зайти сюда, обновиться. $13 коммитов behind. Мне это не нравится. $13 коммитов behind. Мне не нравится. Реши вопрос. Мне интересно, когда они успели там наделать этих всех коммитов. Так, это мы делали.
6 минут назад. 6 минут назад это он что-то сделал новое. Пока мы общались там, он уже что-то сделал. Behind уже 0. Ну, давайте проверим. А если мы behind 0, то это было бы хорошо. Так, допустим, мы зашли на мастер. Он вечность нам будет там что-то делать. Надо его останавливать. Он все токены будущей недели спишет нам. Про это даже нечего говорить. А Кли, ну, этот хороший, он хорошо, быстро действует. А в браузере, когда начинает яишко копаться, ну, это там просто слив токенов. Так, sync, fork. Здесь все окей. А мы переходим на нашу ветку. Синхронизирую. Ну да, то есть мне это не нравится. Ну, если сейчас клауды не справятся, то попросим Гугла подмочь. Я думаю, здесь он может быть вполне сильным. Но только его вначале надо загнать. Наша ветка локально. На 0 позади апстрим. Все, 13 позади на GitHub, потому что последние коммиты, разрешение конфликтов, плюс фиксы хука еще не запушены пушем. А есть ли какие-то файлы вообще, которые еще висят не запушенными? Это unversioned. Так, а где у нас git push? И есть ли тут что-то, что висит в незапушенном? Да, есть много чего. Подождем его или просто нажмем кнопку? Ну, он не может это сделать, да? То есть он сталкивается постоянно с какими-то проблемами. Fail, 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 и я тоже не могу это сделать. Поэтому мне нравится как-то так UI-ка. То есть я его остановил. Сейчас мы просто перейдем сюда. И попробуем git push. Есть какое-то тут сообщение у этого? Push. Так, у нас слетело залогинивание в GitHub, и поэтому он не мог запушить. А почему я еще использую вот этот JetBrains? Потому что он разрешает всякие вот эти вот головные боли, то есть о них можно не думать.
Ну, сейчас попробуем. Может быть, все-таки получится. Так, давайте тогда сделаем по-другому. Используем токен. Токен, он как-то обычно надежнее срабатывает. Так, я перенесу сюда. Я не знаю, он покажется или не покажется, чтобы не прерывать запись. Прикольно. Залогинивание бывает как-то почему-то не срабатывает, я не знаю почему. Токен вроде бы обычно срабатывает более стабильно, ну то есть всегда срабатывал. Сейчас посмотрим, что здесь будет. Это можно такая сказать проверка на вшивость, когда ну, надо конфликты разрешить. Вроде бы написал код, но непонятно, насколько человек осознанный, насколько он действительно понимает, что он делает, как он делает. И вот это как раз такая вот хорошая проверка на вшивость. Если код продвигается вперед, то, ну, особенно когда яички не было, то есть можешь ли ты читать чужой код, понимаешь ли ты, что там написано, и как внедрить твой код, чтобы это не сломало всю остальную систему. Ну, когда все покрыто тестами сквозными, полными end-to-end, и вот это как его дым, дымовым тестом, smoke тестом, то, конечно, там больше безопасности в этом. Как-то оно пушится. Ну, хорошо, что нету какой-то ошибки. Глобально это уже хорошо. Ну, лучше, чем было, потому что когда я залогинился через просто через сайт, то мы видели ошибку. И второй раз не было смысла уже делать через сайт, поэтому залогинились через токен. Из интересного там уже добавились учредители пепперклипа в саму задачку и молчаливо смотрят, если они там.
Ага, ну то есть по security мы 12 security тестов прошли, что мы ничего плохого там не замышляем. То есть это уже какой-то... Все, ревьюеры ушли. Они здесь были или мне показалось? Мне почему-то показалось, что здесь были ревьюеры. Или это было где-то не здесь? Интересно. Наверное, свою же запись пересмотрю для того, чтобы понять. Так, это где-то между 2 часом и 3 часом. Окей. Что у нас там заливается? Так, здесь баш остановлен. Здесь вроде бы что-то пушится. Я не знаю, интернет супер быстрый. Поэтому долго быть не должно. Что у нас с ресурсами? Ну, диск не загружен, центральный процессор тоже нет. Медитируем на надпись «Пушинг». Могло ли быть, что так много файлов? Или что они какие-то объемные? Мне бы посмотреть в консоли, что там происходит. Я не вижу, что оно пушится. То есть можно ли сказать, что это ошибка, что оно пушится? Ну, файлов тут достаточно много, но все равно это должно за секунду произойти. Если несколько гигабайт, мы уже за это время могли скачать запросто. Какие тут возможности? Ну, просто пуш. А могу я это остановить? Стоппинг. То есть до этого он пушил. А сейчас останавливает. Но он же долго как-то пушил. Сколько это должно быть? Ну, 10 секунд. Препуш, guardrail. По-моему, вот это какой-то вот этот вот бот. Вот это уже интересная информация. Хотя он скажет опять, что это техническая ошибка, которую просто надо преодолевать, и все.
А завершить ли мне просто программу, потому что она зависла? Да, наверное, я сейчас завершу сам, ну и потеряю, да, контекст клауда, но что, значит так. Там происходили какие-то странные вещи. Полностью я его завершил, оба инстанса. Так, и что? Попытаюсь сейчас заново запустить. Может, завис сам PageArm. Мне кажется, у меня память заканчивается, может быть. Интересно, сколько файл весит. Гигабайт 90. Не, 300 там у меня должно быть. Свободно. Так, тогда постараемся экономить ресурсы. И пусть у нас будет не 2 PageArm, а пусть у нас будет только один PageArm, который нам нужен. Вот этот Paperclip Fork Enterprise. Вот у меня так день прошел, часов 20. Я думал, за 20 минут так быстренько все так раскидаю, а оно оказывается дольше, чем рассчитывал. Да, подтверждаю выход. А почему у меня закрывается... Хорошо, сейчас я буду более внимательным. У меня, получается, не открылся второй PageArm. Мне надо вначале дождаться открытия второго PageArm. Ага, это не PageArm, это терминал. Я его закрываю. Открываю проекты. И открываю Paperclip Fork Enterprise. Так, сейчас я не... надо было кликнуть Z-Window. Сейчас я попытаюсь подстереть видео старые, которые уже выложены или обработаны. Так, 6 числа. Да, это уже выложено. И вот это тоже просто стереть. Все, 40 гигов освободили. Мы записали на 67 гигов сегодня видео. Может быть, ему тяжеловато писать столько видео. Так, значит, мы это пока что закрываем. Переходим сюда, это Paperclip, его закрываем. Остается Paperclip Fork Enterprise, Ctrl-Shift-K, да?
push. Ну да, мы вот в этой веточке нажимаем push. И давайте откроем, что у нас там пишет. Где-то тут у нас что-нибудь будет кто-то писать. Не, я так понимаю, что компьютер хочет паузы. Окей, я думаю, что за один день выкладывать 3-часовое видео — это более чем обычный человек может посмотреть за день, даже если это образовательное видео. Так что, наверное, попрощаюсь с вами на сегодня. Остановлю видео и подожду, не знаю, сколько, минут 15, чтобы он запушил. И посмотрю, может быть, запушит действительно. И может быть, то, что 3 часа записывает, как-то для него нагрузочно длинный файл тянуть за собой. Ну что, я вас поздравляю, что вы досмотрели это обучающее видео до конца. Желаю вам финансового благополучия, повышайте вашу квалификацию. Вот, допустим, такими видео узнавайте больше о технологиях и создавайте ваш IT-продукт и становитесь долларовыми миллионерами и миллиардерами. Желаю вам финансового благополучия. Всех благ.